В небольшом российском городке жила 8-летняя девочка по имени Саша. Она была умной и доброй, но после трагической утраты своей мамы несколько месяцев назад сердце ее было переполнено печалью. Каждый день, проведенный без мамы, казался пустым и безжизненным, и Саша часто задавалась вопросом: «Слышит ли Бог мои молитвы? Почему она ушла так рано?» Она искала утешения в молитвах, но не могла понять, приходит ли ответ. Однажды Саша взяла в руки карандаш и написала письмо, в котором задала самые важные вопросы, волнующие ее сердце. «Почему Бог забрал мою маму? Слышит ли Он меня? Почему так сложно жить без нее?» Саша не знала, кому отправить это письмо, но внутренне почувствовала, что оно должно попасть в руки кого-то, кто может помочь и дать ответ. И она отправила его в Кремль. Тогда произошло настоящее чудо. Письмо Саши дошло до президента России Владимира Путина. Его сотрудники передали письмо на рассмотрение, и сам Путин, узнав о трагедии девочки, решил откликнуться. Он пригласил Сашу и ее отца на встречу в Кремль, чтобы лично поговорить с ними и поддержать их. Когда Саша с отцом прибыли на встречу, их встречали сотни людей. Путин, заметив девочку в зале, подошел к ней и предложил поговорить. Он рассказал Саше, как в детстве потерял свою маму и сколько боли и грусти это принесло. Но он также объяснил, что, несмотря на утрату, любовь матери всегда с ним. Путин поделился с Сашей, что верит. Бог часто посылает ответы на молитвы через добрые поступки других людей. Президент также вспомнил случай, когда после смерти его мамы случайный человек помог ему в трудный момент. Это был его маленький знак. Момент, когда он почувствовал, что Бог работает через людей, через их доброту и готовность поддержать. Путин предложил Саше вернуться на сцену, где он показал видео о том, как люди по всему миру сохраняют память о своих близких. В фильме рассказывались трогательные истории о тех, кто создал памятники, книги и другие проекты в память о своих родных. Затем Путин объявил о создании нового фонда, названного «Луч света», который будет помогать детям, потерявшим родителей. Этот фонд станет источником поддержки, любви и заботы, напоминая детям, что даже в самые темные моменты они не одни. В завершение встречи Путин вручил Саше Библию с особенным письмом, спрятанным между страниц. Это было письмо, написанное матерью Путина, в котором говорилось, что любовь не исчезает, она остается в каждом добром поступке и в каждом человеке, который помогает другим. Саша почувствовала, как ее сердце наполнилось светом и теплом. Она осознала, что ее мама по-прежнему живет в ее мыслях, в ее поступках и в ее любви. Она поняла, что ее мама всегда будет рядом, несмотря на расстояние и время. История Саши стала известной во всем мире. Ее жизненный путь стал примером для тысяч людей. Фонд «Луч света» собрал огромную поддержку, став важным проектом, помогающим детям пережить утрату и не потерять веру в добро и любовь. Саша продолжала писать письма детям, пережившим утрату, и ее слова давали надежду многим. Так, преодолев свою боль и одиночество, Саша стала символом силы, любви и доброты, а ее история вдохновляла людей по всему миру. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.